नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. Prabhu, which verse are we? 1 to 18. To 18, no? Yes. Okay. We finished that, isn't it? No, or we haven't finished. We haven't. Okay. Nashtaprayeshu abhadreshu. We finished that, right? Мы не читали еще стих? Pardon? Просто не читали, мы как раз хотели прочитать его. No, we haven't read it before. 1.2.17 в прошлый раз закончили. Okay. Nashtaprayeshu. Yes, it's okay. Nashtaprayeshu abhadreshu. What? We'll do that? Yes. We'll do this first? Yes. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naistiki. Who will read? Даял Прабhu. Старт. Микрофон надо включить. Микрофон. У тебя выключен микрофон, Даял Прабhu. Погромче, пожалуйста, погромче. Хорошо, спасибо. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому и трансцендентность песни становится необратимым. Комментарий. Здесь предлагается средство, с помощью которого можно устранить из сердца все, что мешает продвижению по пути самосознания. Это средство общения с Бхагаватами. Есть два типа Бхагават. Книга Бхагаватам и преданный Бхагавата. Оба Бхагаваты – действенные средства, и их обоих или каждого в отдельности вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия. Преданный Бхагавата и книга Бхагавата фактически одно и то же, потому что преданный Бхагавата строит свою жизнь по книге Бхагавата, изобилующей сведениями о личности Бога и его чистых преданных Бхагавата. Книга и личность Бхагавата тождественны друг другу. Преданные Бхагавата – непосредственные представители Бхагавана, личности Бога. Поэтому, доставляя удовлетворение преданному Бхагавате, можно обрести то же благо, которое приносит изучение книги Бхагавата. Человеческим разумом невозможно постичь. Таким образом, служа преданному Бхагавате или книге Бхагавата, можно постепенно продвигаться по пути преданного служения. Но Шрила Нарада Дева, который в предыдущей жизни был сыном служанки, объяснил, как это происходит. Его мать прислуживала мудрецам, и таким образом он тоже познакомился с ними. И благодаря уже одному тому, что он сын служанки, общался с ними и принимал остатки пищи, отведанные мудрецами, он получил возможность стать великим преданным Шрилой Нарада Девы. Таковы чудесные последствия общения с Бхагаватами. Чтобы действительно понять, как оно воздействует, нужно отметить, что такое искреннее общение с Бхагаватами гарантирует человеку обретение трансцендентного знания. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он утверждается в преданном служении Господу. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагаватами человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Следовательно, послание книги Бхагавата должны быть восприняты от преданного Бхагавата. Читание этих двух Бхагаватов поможет преданному неофиту успешно прогрессировать. Yes, he finished. Yes. Okay, so we see how important, I mean, we think that only by reading we'll get knowledge, but here
we see that even by serving a great Vaishnava, we'll get knowledge. Everything, all troublesome things will go away, and will advance in spiritual consciousness. Нам может казаться, что обрести знания можно только благодаря чтению, но здесь написано, что тот же самый результат достигается благодаря служению великому преданному, и вдобавок ко всему, к обретению знания также уходят все наши проблемы и беспокойства. And that's why Chaitanya Mahaprabhu said, to advance in Krishna consciousness, chant Hare Krishna and serve the Vaishnavas, and you'll advance very quickly. Господь Чайтанья говорил, что если вы хотите развиваться в сознании Кришны, повторяйте Харе Кришна и служите вайшнавами, тогда ваш прогресс будет быстрым. And Prabhupada is saying both. We should do both, that serving Bhagavatas, the devotees, and also read the Bhagavatam. Then everything that is very troublesome to the heart will be completely destroyed. Прабхупада тоже рекомендует здесь два метода: чтение Бхагаватам и служение преданному Бхагавате, и тогда все, что вызывает тревогу в сердце, будет почти полностью уничтожено. So it is a fact that if we become very, what do you call, in our hearts, we surrender to the Guru, to Srila Guru and Srila Prabhupada, and then, we do everything just to please them, then very quickly we can make advancement. Это факт. Если в сердце мы предадимся Гуру и Шриле Прабхупаде и будем делать все наше служение для них, то мы будем очень быстро продвигаться. And of course, reading Srimad Bhagavatam gives us complete knowledge, and all this can be internalized if we also do the service. Ну и, конечно, чтение Бхагаватам дает нам знания, которые переходят в осознанное знание, если мы подкрепляем его преданным служением. Because without the service, if we just read Srimad Bhagavatam, then it will be more like an intellectual exercise, just academic. Дело в том, что если мы будем просто изучать знания без практического служения, то оно будет более такого академического характера, как упражнение для ума. But if we do service, we have a service attitude towards the Guru, towards Srila Prabhupada, and then we chant like that, and then we read the Bhagavatam in that mood, then everything will be internal, everything will be revealed in our hearts. Но если у нас есть настроение служения по отношению к Гуру и Шриле Прабхупаде, мы в этом настроении повторяем Святое Имя и читаем Бхагаватам, то знание постепенно проявится в нашем сердце. And then all auspicious things will automatically happen. Тогда все благоприятно, естественным образом придет в нашу жизнь. First of all, we'll become very peaceful. Во-первых, мы станем полностью умиротворенными. So all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. Здесь говорится, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. And mostly it is what? Mode of passion and mode of ignorance things, which is, covering our heart and causing us disturbance. Обычно тревогу вызывают какие-то проблемы в страсти и невежестве, они покрывают наше сердце и причиняют нам беспокойство. And if in our heart, instead, we have a desire to love and serve the Lord and His devotees, then we'll be very, very happy. Но если у нас в сердце будет желание служить Господу и Его преданным, то мы будем чувствовать счастье. So that is what. And the example Prabhupada gives is about Narada Muni, how he didn't have any knowledge. Simply by serving the Bhagavatas or the great devotees, then he became such a great saint. Комментарий Шрила Прабхупада упоминает здесь Нараду. У Нарады не было какого-то особого знания, он просто служил великим преданным Бхагаватам, снискал их милость и так добился очень высокого положения. Okay. And the message of the book Bhagavata therefore has to be received from the devotee Bhagavata. And the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress. So
we are getting, fortunately, from Srila Prabhupada, and we are getting always Bhagavatam from Vaishnavas, so we can make progress. Следовательно, послания книги Бхагаваты должны быть восприняты от преданного Бхагаваты, и сочетание этих двух Бхагават поможет преданному неофиту успешно прогрессировать. Так что нам очень повезло, что мы можем слушать Бхагаватам от Шрилы Прабхупады и от преданных, и сочетание этих двух факторов усиливает эффект. तदारजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति. Дерматаджи, хотите почитать перевод и комментарий? Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества, похоть, желания и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Комментарий. В своем естественном изначальном положении живое существо, испытывая духовное блаженство, полностью удовлетворено. Такое состояние бытия называется брахма-бхута или атмананди, состояние самоудовлетворенности. Эта самоудовлетворенность не имеет ничего общего с удовлетворенностью бездеятельного глупца. Бездеятельный глупец пребывает в состоянии тупого невежества, а самоудовлетворенный атмананди трансцендентен к материальному бытию. Этой стадии совершенства человек достигает тогда, когда навечно утверждается в преданном служении. Преданное служение – это не пассивность, а чистая, беспримесная деятельность души. Деятельность души оскверняется от соприкосновения с материей, и такая оскверненная, болезненная деятельность души проявляется в форме вожделения, желаний, страстей, пассивности, глупости и сна. Воздействие преданного служения проявляется в том, что преданный выходит из-под влияния страсти и невежества. Преданный сразу же утверждается в гуне благости и продвигается дальше, поднимаясь до уровня васудевы, состояния беспримесной сатвы или шудха-сатвы. Только в состоянии шудха-сатвы, благодаря чистой любви к Господу, можно всегда воочию видеть Кришну. Преданный всегда находится в гуне беспримесной благости, поэтому он никому не причиняет вреда. А непреданный, сколь бы образованным он ни был, всегда приносит вред. Преданным не движет ни глупость, ни страсть. Те, кто несет зло, кто глуп и кем движет страсть, не могут быть преданными Господа, хотя они могут выдавать себя за преданного. Преданный всегда наделен всеми добродетелями Бога. Эти свойства могут различаться количественно, но в качественном отношении между Господом и его преданными нет разницы. So it's very scientifically described how we can, advance and see Krishna eye to eye. Здесь очень подробно объясняется, как мы можем прогрессировать в духовном отношении и в конце концов увидеть Кришну воочию. So the most important thing is to develop a desire to serve. Самое главное здесь это развить в себе желание служить Кришне. Then as soon as we want to serve, then automatically all these disturbing, dirty things from the heart go away. Как только мы разовьем в себе желание служить, все остальные нечистые желания покинут наше сердце. And then we can be completely established in goodness and be completely happy. Тогда мы сможем утвердиться в благости и обрести полное счастье. So this is the nature of the soul, to be always happy. Постоянно пребывать в счастье – такова природа души. And so Prabhupada, when he saw his disciples, he said, I order you to be happy. I'm there in front of you, spiritual master. You have to be happy. You have to be on the spiritual platform. Прабхупада, стоя перед учениками, сказал им:
Я приказываю вам быть счастливыми. Вот я стою перед вами, ваш духовный учитель. Вы должны быть на духовном уровне. Of course, a foolish person, who doesn't know anything, he thinks he's very happy with whatever sense gratification he is getting. Конечно, есть глупые люди, которые считают себя счастливыми, потому что у них есть какие-то чувственные удовольствия. But the satisfaction one gets on the spiritual platform is different from that. Однако счастье, которое человек чувствует на духовном уровне, это счастье совсем иного порядка. Because in that, what happens, the soul is active, trying to please the Lord. Потому что в этом состоянии душа активно старается доставить удовольствие Господу. In the mode of ignorance, person might think, oh, going to sleep is so nice, wonderful, to eat and sleep is the greatest enjoyment. Человек в невежестве думает только о том, как поесть и поспать. Это самое большое наслаждение для него. Passion person might think, enjoying with the senses, having, so many other activities, passionate activities makes one happy. Человек в страсти наслаждается различными видами чувственной деятельности, страсти. The devotee is fixed in mode of goodness and he tries to rise to the transcendental state. А преданный, который находится в благости, старается подняться на трансцендентный уровень. And therefore, he never likes to harm anyone. Поэтому он не пытается причинить кому-либо вред. But a materialistic person is foolish and no, he may be harming. Though they may claim to be devotees, because of the envy, they like to harm others. Материалистичный человек может притворяться преданным, а на деле приносить другим вред, хотя и выставлять себя в каком-то ином свете. But just like Krishna, he's so kind and compassionate, always forgiving, and never hates anyone or harms anyone. The devotee also becomes just like Krishna. Однако преданные становятся как Кришна, такие же всепрощающие, и они не стремятся причинить кому-то вред. So I'm going to ask some questions based on these two verses. Я хочу вам задать несколько вопросов на основе вот этих двух стихов. So, what is the method by which we can make spiritual advancement? Каков метод What are the two things required? духовного развития? Какие две вещи необходимы для духовного развития? Кто у нас отвечает? Может быть, вы спросите сами, Према Падмини? Maybe you can say who will answer. Okay. What is her name? Okay, Doyal Prabhu. Микрофон. Да, включаю. Два средства есть. Это книга Бхагавата и преданная Бхагавата. Those two are the book Bhagavatam and devotee Bhagavata. И слушая Бхагаватам от преданного Бхагавата, мы можем очень быстро прогрессировать. When we are listening the book Bhagavatam from a devotee Bhagavata, our progress is very fast. Yes. And also, what? One more thing. И еще одно условие, еще кое-что. Какое же условие? Еще одно? What should we do with the devotee Bhagavata?
Что делать нам с преданным Бхагаватой? Okay. Нужно служить преданному Бхагавате. We have to serve the devotee Bhagavata. Yes, that is also very important. Да, это Read the тоже Bhagavatam, важно. listen from the Bhagavata, and also serve him. Нужно читать Бхагаватам, слушать преданного Бхагавату и также служить ему. And what happens when we so when we develop loving service to the Lord, then what happens? Когда мы поднимаемся на уровень любовного служения Господу, что дальше происходит? Кто отвечает? Когда в сердце навечно утверждается любовное служение, что происходит? Ермата же, может быть, вы? Ответите? Когда в сердце Навечно утверждается любовное служение. преданное служение Господу, человек становится счастливым, и он, сначала он уходят желания, да, материальные желания у него уходят, и он освобождается от влияния гун, страсти и невежества и становится счастливым. At this point, the person becomes free from the modes of passion and ignorance, from material desires, and becomes happy. Yes, very peaceful. Yeah. Да, And he становится keeps умиротворенным progressing more and more. и продолжает прогрессировать дальше. And what about his qualities? А что насчет его качеств? Насчет его качеств. Да, где-то тут это же я читала сама. Он наделен добродетелями Бога, этот человек. И эти качества, они практически не отличны от качеств Бога, только в количественном отношении отличны. А в качественном отношении между Богом и его преданным нет разницы. He obtains the same qualities as the Lord in qualitative sense. The only difference is in quantity. Еще он не причиняет... So he is... okay. He only does good for people, right? He's not harmful. Yes, he said that he's not harmful, yes. Okay. Okay, we go to text 20. Давайте. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogata bhagavad tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.3 говорится, что из многих тысяч обыкновенных людей только один удачливый человек стремится к совершенству. Большинством же управляет гуны страсти и невежества, и такие люди постоянно охвачены вожделением, желаниями, страстями или погружены в невежество и сон. Из множества таких человекоподобных животных найдется едва ли один настоящий человек, который сознает ответственность человеческой жизни и потому старается сделать свою жизнь совершенной, выполняя предписанные обязанности. А из многих тысяч людей, которые таким путем добились успеха в человеческой жизни, едва ли один обретет научное знание о личности Бога, Шри Кришне. Там же, в Бхагавад-гите 18.55, говорится, что постичь науку о Шри Кришне можно только с помощью преданного служения, бхакти-йоги. Данный стих подтверждает это положение. Необыкновенный человек, не даже тот, кто добился успеха в человеческой жизни, не может обрести научное, то есть совершенное знание о личности Бога. Сделать свою жизнь совершенной человек может только тогда, когда поймет, что на самом деле он есть дух, а не порождение материи. Как только человек понимает, что он не имеет ничего общего с материей,
он сразу же отказывается от своих материальных устремлений и оживает как духовное существо. Такой успех приходит тогда, когда человек возвышается над гунами страсти и невежества, или, другими словами, когда он действительно обретает качество брахмана. Брахман – это олицетворение саттвы гуны, гуны благости. Остальные, те, кто не находится под влиянием гуны благости, это кшатрии, вайши, шудры или те, кто ниже шудр. Ступень брахмана – высшая ступень человеческой жизни, так как брахман обладает многими добродетелями. Поэтому нельзя стать преданным, не обретя, по крайней мере, качеств брахмана. По своей деятельности преданный уже является брахманом, но это еще не предел. Как говорилось выше, чтобы действительно достичь трансцендентного уровня, такой брахман должен стать настоящим вайшнавом. Чистый вайшнав – освобожденная душа, и он трансцендентен даже к положению брахмана. На материальном уровне даже брахман является обусловленной душой, потому что у брахмана отсутствует научное знание о Верховном Господе, хотя уровень брахмана и предполагает осознание брамана или трансцендентного. Чтобы понять личность Бога, Кришну, человек должен превзойти уровень брахмана и достичь уровня Васудевы. Наука о личности Бога – предмет изучения в духовной аспирантуре. Недалекие люди со скудным запасом знаний не понимают Верховного Господа и толкуют о Кришне каждый на свой лад. Но фактически человек не в состоянии постичь науку о личности Бога до тех пор, пока не избавится от осквернения материальных гун, даже на уровне брахмана. Когда квалифицированный брахман на самом деле становится вайшнавом, достигнув просветленного состояния освобождения, он может узнать, что в действительности представляет собой личность Бога. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so the minute we have the desire to serve in the mode of goodness, then what happens? Just because of rendering service, we become in touch with Krishna. В тот момент, когда у нас возникает желание служить в гуне благости, в этот момент мы приходим в соприкосновение с Кришной. And then we get knowledge about Krishna. И так мы получаем знания о Кришне. Scientific knowledge of Krishna. Научно обоснованное знание. So you see, service is so important because just by rendering the service, we can come in contact with Krishna. Это показывает важность служения. Просто через служение можно прийти в соприкосновение с Кришной. And that's the magic that Prabhupada performed, that he went and, people who were not at all, completely in the mode of passion and ignorance, and he gave them service to do. And simply by rendering service, doing service and rendering service to Krishna and to Prabhupada, they all advanced so fast. Это чудо, которое явил Шрила Прабхупада. Он взял людей, которые находились в страсти и невежестве, дал им служение. Yes, Prabhu? Yes, it's okay. И просто... Nityanand Prabhu? Haribol, yes, we can hear you. И просто через служение Кришне и Шриле Прабхупаде они достигли очень высокого духовного уровня. So, and in the Bhagavad Gita also, what is Krishna saying? It is very, very rare for someone to know Krishna. Out of thousands of liberated people, hardly one knows Krishna. Здесь есть отсылка к стиху Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что из многих и многих тысяч людей едва ли найдется один, кто действительно познал меня. But Krishna can also be known by anyone just by rendering service to him. Bhakti Yoga. В то же самое время любой может познать Кришну просто через преданное служение ему, через бхакти-йогу. And that is why Chaitanya Mahaprabhu also, he gave the Hare Krishna mantra so that everyone will, they are all praying, let me serve you, and they do service.
and they can advance very quickly. Вот почему Господь Чайтанья дал нам Махамантру, потому что когда мы произносим ее, по сути, мы просим Господа, пожалуйста, позволь мне служить Тебе, позволь мне служить Тебе. И через это служение мы очень And that быстро is, прогрессируем. and that's why in the Bhakti Vriksha, we should engage all the devotees in a lot of practical service. Поэтому очень важно в Бхакти-врикше занимать преданных очень активно в практическом служении. Sometimes leaders think, oh, they won't like if we tell them to serve. And so, but no, we should really tell them how wonderful it is to serve and how they will make rapid advance. They will understand everything only if they do devotional service. Иногда лидеры боятся, что преданные не захотят совершать служение, но на самом деле нужно объяснять преданным, что просто совершая служение, они будут очень быстро развиваться в духовном отношении. So it is perfection of life is when we understand we're not this body, but we are spirit. Совершенство в жизни — это понимание того, что мы не тело, а мы дух. And so all his material desires are over. На этой ступени человек отказывается от материальных желаний. And so that means we have to become a Brahmana in the mode of goodness. Это означает, что мы должны стать брахманами и подняться до уровня благости. So to become a devotee, at least we have to develop the qualities of a Brahmana. Чтобы стать преданным, нужно как минимум развить в себе качество брахмана. And so Brahmana is not as advanced as Vaishnava because he understands that he is a soul, but he doesn't. He need not have knowledge about Krishna, about the personality of Godhead. Конечно, брахман не настолько развит, как вайшнав. Брахман понимает, что он душа, но у него может не быть знания о личности Бога. So unless even up to the stage of Vaishnava is so exalted that even after understanding, even a Brahmana in the mode of goodness cannot understand Krishna, but only a Vaishnava can understand Krishna. Но положение вайшнава намного выше положения брахмана, пребывающего в гуне благости, потому что вайшнав способен понять Кришну. So it is mentioned here that thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Prabhu, please read the translation again. Is the verse or the purport? Not the purport, the verse translation. Я снова прочитаю еще перевод стиха. Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения. So that is why practical service is so important. There is, a devotee called Sudama. He was Prabhupada's disciple, and he was a sannyasi at that time. Это еще раз подчеркивает важность практического служения. Шрила Прабхупада был преданный по имени Судама, он ученик Шрилы Прабхупады, он тогда был саньяси. And he was serving Prabhupada very, closely. In Hawaii, he was under the direction of Govinda Dasi, and he was rendering personal services to Prabhupada. Он был личным слугой Шрилы Прабхупады на Гавайях и служил ему под руководством Говинды Даси. And he was a black-bodied devotee. Это был преданный негритянского происхождения. But he was not very much, he didn't by heart many verses, and he didn't read the Bhagavad Gita, Bhagavatam so much. He was not so well read. Он был не очень сведущ в священных писаниях, не знал там много шлок, не очень-то много читал Гиту и Бхагаватам.
But then he was very good in rendering personal services to Prabhupada. Но он был очень хорош в личном служении Прабхупаде. And one day, he says, one day Prabhupada told him, make upma for me. You know, the breakfast upma, South Indian И dish. он рассказывает, однажды Шрила Прабхупада попросил его на завтрак приготовить упму. Next day, the 2 minutes. So then Prabhupada said, so the Sudama never saw upma in his life or tasted it. You understood what I said? Yes. Судама никогда в жизни не ел упму и вообще не знал, что это за блюдо. So, but he said that somehow he prayed to Krishna and he made upma without anybody telling him. Он стал молиться Кришне, ему пришло понимание того, как готовить упму, хотя ему никто не рассказывал. Something like how Lord Brahma got all instructions from Krishna. Это примерно как Господь Брахма, который в сердце получил наставление от Кришны. And also he mentions how one day, he entered Prabhupada's room one day and he saw that Prabhupada was crying. Также другая с ним была история. Он как-то зашел в комнату к Прабхупаде и увидел, что тот плачет. And he was thought he should not disturb him and he was going away. Он подумал, что не вовремя он зашел и собрался уже было выходить. But Prabhupada said, come, Sudama, come and sit down. Прабхупада сказал, нет, останься сюда, сядь. And he said, Sudama, can you see Krishna? He is there. There was some French windows and outside in the garden there, Krishna is there. Can you see him? Там были какие-то окна, там витраж какой-то, сад за окном. Он сказал, смотри, Кришна здесь. Если хочешь, ты можешь поговорить с ним. And Sudama was feeling, very, very embarrassed. He said, no, Prabhupada, I'm not seeing Krishna. Он сказал, ты видишь Кришну? Судаме стало очень неловко. Он сказал, нет, Прабхупада, не вижу. And he thought, what am I doing sitting here? I don't think I'm qualified to even sit here. А про себя подумал, что я здесь вообще делаю, сижу, мне кажется, я тут не на своем месте нахожусь. But the important thing is that Sudama, Prabhupada did not mind. He was not very educated or something, but because of his service, he felt that he's qualified to see Krishna. Но здесь примечательно, что, хотя Судама, может, был не очень квалифицирован, но Шрила Прабхупада считал, что благодаря своему служению он вполне квалифицирован, чтобы увидеть Кришну. So that is our method of advancing. Of course, we should read also Bhagavad Gita and Bhagavatam and all the scriptures, but service is the most important Так что thing. это наш метод духовного роста через служение. Ну, конечно, нужно при этом читать Гиту и Бхагаватам. But knowledge of the philosophy helps us to understand in what mood we should serve, not wanting anything for ourselves, but only out of love. Знание философии нужно, потому что оно объясняет, в каком настроении нужно служить. Не ради какой-то корысти, а без посторонних желаний. Okay, we'll do the next verse. Давайте еще прочитаем стих. Vidyate hridaya grantis chidyanti sarvyanti chasya karmani drishye. Who is reading? Кто читает? Давайте я прочитаю. Шаш Снайпер будет reading. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. Комментарий. Получить научное знание о личности Бога значит одновременно осознать себя. Существует множество спекулятивных построений и сомнений по поводу того, что живое существо духовно. Материалисты не верят в существование духовного «я».
а философы-эмпирики верят в безличный аспект единого духа, отрицая индивидуальность живых существ. Трансценденталисты же утверждают, что душа и сверхдуша – две различные сущности, качественно одинаковые, но отличающиеся в количественном отношении. Есть и другие теории, но все это разного рода измышления, и они мгновенно исчезают, как только процесс бхакти-йоги приводит к истинному пониманию Шри Кришны. Шри Кришна подобен Солнцу, а материалистические спекулятивные рассуждения об абсолютной истине – ночной тьме. Как только в сердце восходит Солнце Кришны, мрак материалистических спекулятивных рассуждений об абсолютной истине и живых существах мгновенно рассеивается. Там, где есть Солнце, нет места тьме, и относительные истины, скрытые во мраке невежества, отчетливо проявляются по милости Кришны, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого. Дал Прабу, продолжите? У вас микрофончик. В Бхагавад-гите говорит, желая проявить особую благосклонность своим чистым преданным, он... Плохо слышно? Да, Прабу. Можно поближе, может быть. Сейчас. Еще разок сначала. В Бхагавад-гите Господь говорит, что желая проявить особую благосклонность своим чистым преданным, он сам рассеивает свой мрак сомнений, зажигая сердце преданного светильник чистого знания. А раз уж сама личность Бога освещает сердце своего преданного, то преданный, поглощенный служением Господу, трансцендентной любви, не может оставаться во мраке. Он обретает полное знание абсолютной и относительной истины. Преданный не может оставаться во мраке, и поскольку его посвящает личность Бога, его знание, разумеется, совершенно. Этому лишены те, кто утверждают абсолютной истине, опираясь на собственные ограниченные возможности. Совершенное знание называется парампарой, дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Невозможно бросать вызов авторитету Всевышнего и в то же время познавать его. Он сохраняет за собой право не скрывать себя ничтожной искорки целого, относящейся к нему, с вызовом искорки, попавшей во власть иллюзорной энергии. Преданные послушны ему, и потому трансцендентное знание не сходит от личности Бога к Брахме, от Брахмы к его сыновьям и ученикам по цепи преемственности. Этому процессу способствует сверхдуша, помогающая преданным изнутри. Таков совершенный путь постижения трансцендентной науки. Просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи. Этот узел называется аханкара, и он понуждает живое существо ошибочно отождествлять себя с материей. Поэтому, как только этот узел развязывается, тучи сомнений тотчас же рассеиваются. Человек видит своего господина и полностью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, обрывая цепь кармической деятельности. В материальной жизни живое существо создает свою собственную цепь кармической деятельности, и жизнь за жизнью пожинает плоды своих хороших и дурных поступков. Но стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается от цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий. Okay. So most important thing is that ahankara has to go, right? Or the false ego. Здесь ключевое условие – это избавление от аханкары, ложного эго. So the main reason that we are completely in ignorance is because of this ahankar.
Именно из-за аханкара мы находимся в полном невежестве. And that is why all our work is like karma. It's creating bondage to our, in the material life. И в этом состоянии вся деятельность, которую мы совершаем, является кармой, то есть она порабощает нас своими последствиями. So it's saying that soul and the super soul are, so there are many, but all these different ones cleared off as soon as Krishna is realized through Bhakti Yoga. So we have to realize Krishna within our heart. Есть разные воззрения о взаимоотношениях души и сверхдуши, но как только мы видим Кришну, Солнце Кришны рассеивает тьму всех этих досужих представлений, поэтому самое главное — это осознать сверхдушу в сердце. Because when we are making progress, the first thing is, first the devotee understands the material world, everything is part of Krishna, and then he understands the Paramatma feature of the Lord, that Krishna is within my heart. По мере духовного роста преданный проходит через определенные стадии осознания. Вначале он понимает, что материальный мир вокруг меня — это проявление Кришны. И далее он осознает, что Кришна, как сверхдуша, находится в моем сердце. Whereas the jnanis and the yogis have to struggle a lot to, the yogis have to really control the mind and the senses in order to experience Paramatma in his heart. Что касается гьяни и йоги, то им приходится очень большой самоконтроль осуществлять, чтобы осознать, что Господь находится в их сердце. But for a bhakti yogi, what happens very easily, by the process of bhakti yoga, that is, we chant and hear, and that is time, then all these dirt clears off, and cleansing happens in the heart. Что касается бхакти-йога, то благодаря методу бхакти-йоги он очень, то есть благодаря слушанию, повторению святого имени, он очень быстро очищается от всей скверны в своем сердце. And Chaitanya Mahaprabhu wanted to make it very easy for us. Господь Чайтанья упростил для нас этот метод. And so he said, simply you cry to Krishna, I'm not able to do anything, please help me. And we just beg him. And then, by the mercy of Krishna, by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, we'll find that it's becoming easier and easier, that the darkness is slowly going away. Он учил нас просто плакать о Кришне, взывать к Нему и сокрушаться о своей беспомощности, и тогда, по милости Господа Чайтаньи, мы будем постепенно приближаться к Кришне. And in the Bhagavad Gita, it says that Krishna, in order to show his mercy to such devotees, he himself takes away all the ignorance. He puts on the light for us. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что, желая проявить особую благосклонность своим чистым преданным, он сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая в сердце преданного светильник чистого знания. Is enlightened by the Supreme Lord. Таким образом, Господь He сам himself, просвещает своего преданного. the Lord arranges that we may hear about him, that we can discuss with devotees about him. Господь так устраивает, что у нас есть возможность слушать о нем, говорить о нем с другими преданными. And then when we do that, he becomes so happy that he starts instructing us from within and makes us want more and more to serve him. Когда мы занимаемся этим, он становится доволен нами и просвещает нас изнутри, еще больше усиливая наше желание служить ему. So that is why Chaitanya Mahaprabhu told us only one thing to make advancement. He said, just become humble.
If you just become humble, very quickly you can make advancement. Поэтому, по сути, Господь Чайтанья вот все условия для духовного роста свел к одному. Нужно быть смиренным. Если мы будем смиренными, то наш духовный рост будет гарантирован. Then we have all our parampara, acharyas, they're all mercy personified, Тогда, and they're all waiting to bless us. там мы сможем удостоиться милости всех звеньев нашей парампры, потому что все они готовы одарить нас своими благословениями. Otherwise, it's very, very difficult to overcome Maya. It's not at all easy. А без этого одолеть Майю очень-очень непросто. But when we become submissive, then the knowledge comes from Krishna to Brahma and then all the acharyas in our parampara. Но когда мы покоряемся воле Господа, то передача знания упрощается. Так это знание пришло от Кришны через Брахму и дальше в нашу парампару. So the important thing is to have faith that they're all there. It is not the imagination that Krishna is there and Brahma is there and all the acharyas are there and you're waiting to shower their mercy upon us. Тут ключевое условие – это вера. Вера в то, что есть Кришна, вера в то, что есть ачарьи в парампаре. Они готовы пролить на нас свою милость. We should never doubt that. Не надо в этом сомневаться никогда. I said, okay. And that is the perfect way of learning transcendental knowledge. Это совершенный путь обретения трансцендентного знания. So we have to work on ourselves, remove this ahankar, which is making us so attached to our material bodies. Поэтому нужно работать над собой, стараться избавиться от аханкары, которая является причиной нашей привязанности к материальному телу. And because of that, we think that we are the master. Именно из-за аханкары мы считаем себя господином всего, что попадает в поле нашего зрения. And that we are independent of Krishna. И считаем себя независимыми от Кришны. So that's the most important thing. We have to see Krishna as the master and ourselves as his servant. Это самое главное, понимать, что Кришна господин, а мы его слуги. And not only that, he is our best well-wishing friend. И также он еще и наш самый лучший, самый большой доброжелатель. So we have to have complete trust in him. Это означает, что мы должны полностью доверять ему. Prabhupada gives the example that when he was traveling by bus with his son, Прабхупада в этой связи вспоминал историю, как однажды он с сыном ехал на автобусе. and the bus conductor, he just teased his son by saying, you have to get down. You can't be in the bus. А кондуктор стал дразнить его сына и говорить: ты не можешь ехать на автобусе, давай вылезай отсюда. And he said, the son said, no, I will not get down. I'm with my father and he will, I will go wherever he goes. He will take care of me. Сын сказал: а я никуда не слезу, я с отцом еду, он тут главный, куда он едет, туда и я с ним поеду. So Prabhupada said that, see, he had so much trust in his father, so he was not afraid of anyone or anything. Прабхупад говорил, что у его сына была такая сильная вера в отца, что он вообще ничего не боялся. So faith and trust is very, very important for our devotional service. Поэтому важность веры и доверия в преданном служении очень велика. We should be conscious that Krishna is there and he is listening to us. Мы должны быть уверены в том, что Кришна есть, и Он нас слышит.
And all the acharyas are there listening to us. Ачарьи есть, они тоже нас слышат. And our guru is listening. Our Prabhupada is listening. И гуру нас слышит, и Прабхупада нас слышит. You know, recently there was one WhatsApp message. Somebody was sharing about, one Maharaj in Vrindavan, not ISKCON, but he lived close to, I think, this Shantipur, no, which temple? Radha Damodar 10 years old. And he mentioned that every night he is the priest of Radha Damodar temple where Prabhupada used to stay, and every night he used to hear somebody was crying out. So he was too sleepy and he thought, okay, in the middle of the night. So he thought, oh, I don't know, and he used to sleep. One day he got up and he went and saw, who is this crying in the middle of the night? And he saw Srila Prabhupada. He was sweeping the floor in front of Rupa Goswami's Samadhi. You know, in Radha Damodar Ji temple, you have Rupa Goswami's Samadhi. Mm-hmm. And he was sweeping the floor in front of him and crying out, please give me your mercy, please give me your mercy. He was crying to him. Есть история такая времен пребывания Шрилы Прабхупады в Вриндаване, еще до его поездки на Запад, когда Шрила Прабхупада жил в храме Радхи Дамодары, и один из Госвами этого храма рассказывал, что каждую ночь ему мешал уснуть чей-то плач. Кто-то плакал посреди ночи, и в какой-то момент он не выдержал и пошел посмотреть, кто там плачет, и он увидел Шрилу Прабхупаду, который с метлой подметал площадку у Самадхи Рупы Госвами, который вот находится во дворе этого храма, и плакал, обращаясь к нему: пожалуйста, дай мне свою милость, дай мне свою милость. So that is why Prabhupada, imagine, Prabhupada himself was crying every day, every night he was crying. То есть Прабхупада сам плакал, вызывал о милости каждую ночь. And that is why Prabhupada told us, you should cry to Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что вы должны плакать, взывать к Кришне. And somebody said, no, I don't know how to cry. I can't cry. И кто-то может сказать: а я не знаю, как плакать, как взывать, я не умею. And he said, no, that is very bad. Then you should cry that I'm not able to cry. Кто-то сказал из учеников: Прабхупада сказал, очень плохо, тогда нужно плакать о том, что ты не умеешь плакать и взывать. Right? So somehow we should cry to Krishna. I'm not even able to cry, Krishna, to you. I'm so hard-hearted, I'm so proud that I'm not able to cry. Если не умеем взывать к Кришне, нужно сокрушаться о том, что мы такие жестокосердные, что нет у нас никакого чувства и понимания, как плакать по Кришне, как взывать к Нему. So definitely Prabhupada will help us in crying. He'll help us to become, softer and take the mercy of all the acharyas. Тогда Прабхупада, несомненно, поможет нам научиться плакать о Кришне, делая так, что наше сердце смягчится и на нас прольется милость ачарьев. And of course our gurus also, we have to take shelter of them so that we get the mercy of the entire parampara. Также важно принимать прибежище у своего гуру, потому что тогда мы, по сути, принимаем прибежище у всей парампары. So it is quite simple, and that's why Prabhupada said, Krishna consciousness is so simple that you miss it. Так что все на самом деле очень просто. Шрила Прабхупада говорил, сознание Кришны настолько простое, что оно даже проходит мимо вас. We have to be very disturbed. I have so much ahankar, so much pride.
and I want to get rid of it. And that's all we have to beg, and then everything else will come. По сути, у нас просто должно быть беспокойство о том, что у меня столько аханкары, столько ложного эго, не могу от этого избавиться, и тогда все остальное придет само. And then whatever actions we do, there is no more karma. And not only that, previous karma will also not affect us. Тогда все наши действия не будут влечь за собой кармические реакции, более того, начнет сгорать наша карма за наши прошлые поступки. Okay, so that is what the knot of the in the Prabhu, can you please read the translation? I mean the verse. The verse again, okay. Yeah. Еще раз прочитаем перевод стиха. Так разрубается узел в сердце, и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа. So the self becomes the master of the senses when it becomes the servant of the devotees and Lord. Душа становится господином своих чувств тогда, когда она понимает, что является слугой Господа и его преданных. That's why we call everyone Prabhu or Master, because they've learned to become a servant of Guru and Krishna. Вот почему мы называем других Прабху или Господин, потому что они научились быть слугой Кришны и преданных. And then we can distinguish easily what is spiritual, what is material. Тогда нам уже будет несложно понять, где духовное, где материальное. Prabhupada said the real science, what is intelligence is the ability to discriminate between what is spiritual and what is material. Прабхупада говорил, что разумность — это способность отличать духовное от материального. And so that ahankar, which is preventing us from understanding it. И понимание того, что именно аханкара не дает нам отличить одно от другого. And here Prabhupada says that Krishna personally unties that ahankar for us. Здесь Прабхупада объясняет, что Кришна лично развязывает этот узел нашей аханкары. And then all the clouds of doubt are at once cleared off. И тогда все тучи сомнений мгновенно рассеиваются. So right now we may have doubts because, because of this, because of our material attachment. Прямо сейчас у нас могут быть сомнения, и причина этих сомнений — наши материальные привязанности. But we must have complete faith in sadhu, shastra and guru. Однако у нас должна быть полная вера в садху, шастры и гуру. And follow this and really follow their instructions. И готовность следовать, по-настоящему следовать их наставлениям. Yes, any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Был вопрос. А вы как-то говорили, что у нас в России не хватает гуны страсти, в основном тамагуна и трансцендент. Once you mentioned that we in Russia lack the mode of passion, we're mainly in ignorance and in transcendental state. Not transcendental, goodness, in sattva and tamo. Ну, не в трансцендентном состоянии, говорю, что в основном тамас и саттва у вас. Тамас, саттва. Да, вот гуна страсти. Здесь вот написано в Шримад Бхагаватам, что страсть — это не очень хорошо. А может, расскажете, как правильным образом гуну страсти развить? But here in Bhagavatam, it's clear that passion is not so good.
Can you tell us what should be the proper balance? How much rajas is okay? See, the thing is, if you have there are two ways. Here on this material earth, it is mode of passion is more prominent because people think I have to do everything, I have to earn my money, I have to take care of myself. That is all coming from Rajogun. Здесь всего два пути. Здесь на Земле гуна страсти преобладает, потому что люди борются за выживание, за защиту, им нужно заработать денег, содержать семью, поэтому гуна страсти, она доминирует. And in the mode of goodness, then we understand everything is spiritual and everything is given by Krishna. Другой режим — это гуна благости, когда мы понимаем, что все духовно, и Кришна дает все. Then, through Krishna's mystic power, everything becomes very wonderful. All prosperity, abundance, everything comes by Krishna's mercy. И по милости Кришны, через его мистическую силу может прийти все, и процветание в том числе. So Prabhupada said, don't think you are taking care. I mean, your job is taking care of yourself, or your bank balance is taking care of yourself. Прабхупада говорил, не думайте, что ваша работа о вас заботится, или ваш счет в банке о вас заботится. It is all, that may be there, but it is Krishna who is actually taking care of you. Это все есть, разумеется, но в конечном счете Кришна о вас заботится. So, if we have mode of goodness, that is very good because it's Brahminical, and by Krishna's mercy, all good things will happen, not because I'm working hard for it. Если у вас развита гуна благости, это очень хорошо, потому что это брахманическая черта, и вы будете понимать, что все хорошее в жизни к вам приходит не потому, что вы упорно трудились, а потому что Кришна милость свою пролил. And what does a Brahminical person do? He's working very hard to become a nice devotee. Что делает человек брахманического склада? Он тоже трудится, не покладая рук, но он трудится над тем, чтобы стать хорошим преданным. So we should use our actual, time and effort to realize God. That is also hard work. Нужно тратить время и силы на попытки осознания Бога. Это тоже тяжелый труд, но полезный труд. Then, that is better. Like in the heavenly planets and all that, yeah, they don't go to work. Everything is manifested by Krishna's mystic power. К примеру, на райских планетах тоже никто не работает. Там по мистической силе Кришны все появляется само, все необходимое. So we should not be inactive because of mode of ignorance. Поэтому не нужно пребывать в пассивном состоянии под влиянием гуна невежества. But we should switch to the mode of goodness and work for spiritual realization. Нужно переключиться в гуну благости, но действовать, проявлять активность ради духовного развития. Then there is no need for, it's not that we should be in mode of passion in order to have prosperity. Когда отпадет необходимость погружаться в гуну страсти ради материального процветания. Whatever is required, people will do, but not overwork. Like now in modern times, people are overworking themselves. Все, что необходимо делать, всю необходимую работу нужно выполнять, но не нужно себя перегружать работой, как это происходит в современном мире. And with the result, what happens? They don't have any happiness in all areas. That is, they don't have good family life, they don't have good health, and so on. Сейчас люди почти все свое время отдают работе, и что в результате у них? Ни семьи нормально нет, ни здоровья. But then you see in the Srimad Bhagavatam, it mentions how people do their jobs, Varnashrama is going on. Но They're doing everything to satisfy them.
Ну, что мы видим на примере Шримад Бхагаватам, там все выполняют свои обязанности, то есть Варнашрама продолжает работать, но Кришна дает им все необходимое для жизни. So we are supposed to do our material jobs also in a very nice way to please the Lord, not to keep on earning more money. That will come by Krishna's mercy. Поэтому предполагается, что мы должны добросовестно выполнять свою работу, но не ради того, чтобы больше денег заработать, а ради того, чтобы тем самым удовлетворить Господа, а Господь уже даст нам необходимые средства. And we saw how in the Bhagavatam it says that occupational duties must never be performed for sense gratification, but for the purpose of self-realization. В Бхагаватам сказано, что предписанные обязанности нельзя выполнять ради чувственных удовольствий, но нужно их выполнять ради самоосознания. Did I answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Да, спасибо. Очень. Yes, very much, thank you. Может, кто-то еще хочет задать вопрос? Maybe other questions. Да, We have a question not on the topic. Yes, Radha is asking a question. Can you please give some more information on who is Surya Narayana? Because we do not have this knowledge here. We are worshipping Narayana when chanting Gayatri mantra, for example, Brahma Gayatri, but very little information. Я просил рассказать о Сурье Нараяне, кто он такой, потому что у нас мало информации. It is the expansion of Krishna, but I can look it up. We don't hear much of Surya Narayana in our scriptures, but I can see additionally in the Puranas or something, and I can share with you maybe on the WhatsApp, and you can this thing. I'm sorry, I don't know that much, except that he is there. Some amount is mentioned in the Bhagavatam also, that Surya Narayana is there in the is the presiding deity of the on the sun planet. Не так много информации о нем известно, мне нужно посмотреть. But I can find out a little more information. Побольше в Пуранах известно только, что это правящее божество планеты Солнца, также он является экспансией Кришны. Okay, thank you so much. Еще вот такой вопрос хотел задать тоже. Вайшнавы, они как бы вне, получается, ну не то что вне, они над ашрами, да, над варнами стоят, наверное. Каким образом они взаимодействуют тогда вот в обществе, допустим, ведическом, может быть, как идеально должно быть и как есть, допустим, обычно в Индии, допустим, можно сказать. It seems that Vaishnavas are above any Varna and Ashrama, but how do they socially interact in India with Varnashrama system then? Everybody follows the Varnashrama. Even Vaishnavas are, mostly they do the this thing. If they are Brahminical, Vaishnavas don't have to belong to only Brahmanas, right? Vaishnavas can be from other castes also. Ну, Варнашраме должны следовать все. В основном вайшнавы брахманической деятельностью занимаются, но особенность вайшнава в том, что вайшнав — это не обязательно брахман. Unless you're a pure devotee, you have got some material nature. So we work according to that and give the results to Krishna. Если вы еще не являетесь чистым преданным, это означает, что у вас есть какая-то материальная природа. Значит, вы должны действовать в соответствии с этой материальной природой, а плоды деятельности предлагать Кришне.
So Varnashrama means that we work according to whatever nature we have got. То есть, We don't have to follow somebody else's nature. то есть Whatever nature we've got. Варнашрама означает, что мы действуем в соответствии со своей природой, не с чьей-то природой, а со своей природой. And by working to satisfy the Lord in whatever work we may be doing, we can transcend, we can become a real Vaishnava and transcend the modes just by doing our job very nicely so that, Krishna may be pleased. Поскольку природа у всех разная, то и деятельность будет разной для каждого. Но неважно, какой бы деятельностью мы ни занимались, если мы совершаем ее ради удовлетворения Господа, то мы выходим из-под влияния гун. So that is real transcendental thing, because then a Vaishnava, you should respect all, whatever Varna he may be. If he is offering the results of his work to Krishna, then we should respect them as Vaishnavas. Это и есть по-настоящему трансцендентная деятельность. Соответственно, Вайшнаву нужно оказывать почтение независимо от того, какой деятельностью он занимается. Да, все, да? Получается ответ. Спасибо. Thank you, Mataji. У нас просто тоже опыт появился, вот как бы интересный в Казани. Ну, переведите немножко тоже, хотел поделиться. Here in Kazan we have an interesting experience. I wanted to share that. Да, у нас вот, преданные здесь, вот в этом центре, здесь автоцентр в Казани, снимают помещение, для разных бизнесов и так далее, пытаются сейчас наладить тоже какие-то свои, занять свою природу. И в итоге так получается, что мы уже как будто не на работу ходим, а в храм идем. Вот с утра тут арати проводится, потом джап читаем и потом идем служить, каждый там в своем направлении. Преданные готовят просад. I work in a business center right now. I'm situated there. It is an office center, and different people are renting offices there for their businesses. And it so happened that a lot of devotees rent offices here. We have a lot of devotee businesses, and we have a morning program here. We have prasadam cooked for devotees, and after morning program, we continue with our job. Very nice. Да. Это замечательно. Такое ощущение, что да, как будто это уже не карма какая-то. Мы идем для проповеди, то есть как-то для какого-то совместного сотрудничества. And I have a feeling that it's not just some karmic activity that we are doing, because there are elements of preaching and some cooperation with devotees. Да, и у нас даже... Да. Вы хотите что спросить? Хотел сказать, что у преданных появилась такая медитация совместная на развитие вот этого, как бы совместной деятельности в виде какого-то даже презентации. И, может быть, в следующий раз, если у вас время найдется, вот хотел спросить ваше благословение, может быть, посмотрите и как бы ваше мнение скажете, что по этому поводу вы можете... They even want to make a presentation on what they are doing, and if you have time, if you agree, maybe next time he can show a short presentation to ask your opinion on that. Yes, definitely. We can see that. Да, конечно, да, надо посмотреть. Хорошо, спасибо. Тогда Thank будем... Yeah. Что-то хотели сказать? You wanted to add something or ask something? Yes, also because we are doing it for Krishna,
when we do the work very honestly, we don't cheat anyone, and when we follow those kind of principles, then also Krishna is very pleased. Когда мы свою работу выполняем для Кришны, мы же ее делаем очень добросовестно, хорошо, не обманываем никого, и тогда Кришна становится доволен нами. Да, просто здесь еще видим какой-то интересный момент, когда рядом в соседних кабинетах преданные занимаются тоже какой-то деятельностью благоприятной для других, то мы еще между собой тоже ходим, обмениваемся, во время обеда в коридоре просто встречаемся постоянно. И всегда рад, как будто в храм идешь на работу. And another point I wanted to add that when you have devotees in adjacent offices, you constantly see them going here and there. It's atmosphere like in a temple. Very nice. Yes, that's what Prabhupada wanted. Это замечательно, то, что хотел Прабхупада. Да, видимо, нам нужны большие благословения, чтобы как дальше это все развивалось. Надеюсь, в следующий раз мы подготовимся и вот, попросим вас, наверное, как-то оценить это все и, может быть, благословить. It seems that we need your blessings. We'll try to make a presentation next time and beg for your blessings after you take a look at that. Sure, Hari Bol. Харе Кришна. Можно спросить тогда коротко? А то есть я, работая в школе, тоже могу удовлетворить Кришну? Порадовать? I work in school. Is it so that I also can satisfy Krishna with performing my job? Yes, certainly. Да? Конечно. И есть, видимо, то, что самое есть сознание Кришны настоящее, наверное, когда прям не сходя с места, мы начинаем, как бы, видимо, жить, как хотел Шурупада, и таким образом вокруг все становятся преданными. It seems this is it's the real Krishna consciousness when we are performing whatever duties we have right on the place, and Krishna consciousness is spreading in this way. Yes. Да. Дириматша, вы хотели добавить что-то, да? Кого-то вас прервали на полусловие. Нет, я просто думаю, как я могу. Я просто всегда не понимаю, как я, работая в школе, могу. She was wondering how is it possible, how can she dedicate to Krishna whatever she is doing in school. Да, видимо, нам нужны практические советы от вас, Према Падмини. So it's not clear for her. Maybe you can give some practical advice. Тогда эта санга станет мощным, как бы, реализацией варнашрамы. So it's not clear to Indira Mataji how to do this in practical sense. So, okay, you are teaching them academics, which is not Krishna consciousness, but you can do your job very well to the best of your ability and to satisfy Krishna, because Krishna is connected with that. Вы учите детей, да, ну, каким-то вещам, которые совершенно не связаны с сознанием Кришны, то есть каким-то академическим вещам, но вы можете... I missed the point. She is teaching academy, but can you please repeat that? No, she can try to do her job very nicely, be a very good teacher, and that is connected with Krishna. Но что вы можете делать, это стараться свою работу выполнять максимально хорошо, как учитель, и вот это вот стремление выполнять работу хорошо, его как раз можно связать с Кришной. You should not think that the job is not connected with Krishna. It is connected. You do it very nicely in the way you're supposed to do, and Krishna will be satisfied with your work. То есть не думать, что эта работа, она все равно никак не связана с Кришной, а наоборот, выполнять ее очень добросовестно, ответственно, и тогда Кришна вот этим вашим подходом будет доволен. And also, you can try to make it a little Krishna conscious by giving them some spiritual values and all that to the children. Then you'll feel satisfied, okay, that I'm doing, I'm not just giving material knowledge, I'm also
making them a little aware of spiritual reality. Кроме того, если вы сможете в своей работе придать какие-то элементы сознания Кришны через, через прививание детям каких-то духовных ценностей, чтобы у них открылись глаза вообще на существование духовной реальности, то такая деятельность, она будет приносить вам очень большое удовлетворение. But don't feel that whatever subjects you're teaching, it is, it is it is taking me away from Krishna. Не думайте, что те науки, которые вы преподаете, это как-то вас отдаляет от Кришны. Because you are doing a job according to your nature, and it is for maintaining your body. У вас есть работа, она отвечает вашей природе, она вас кормит, эта работа. So that is Varnashrama. Это и есть варнашрама. But you must not just, materialistic people are just thinking about the money and how to enjoy the money for themselves. Материалисты, они только про деньги думают, они только ради денег и трудятся, и думают о том, как они наслаждаться потом будут. But you are trying to do the job very nicely for the satisfaction of Krishna. А вы стараетесь свои обязанности выполнять максимально хорошо для удовлетворения Кришны. And whatever Krishna gives you, you are happy with that. А что Кришна будет вам давать, сказать, за эту работу, удовольствуйтесь этим. And the goal of your life is to go back to Godhead. Цель вашей жизни — вернуться к Богу. So your work is also not, it is actually helping you to progress in Krishna consciousness. Таким образом, ваша работа будет помогать вам прогрессировать в сознании Кришны. Because it's karma yoga. Это будет уже карма-йога. Only karma, there is no Krishna, but karma yoga includes Krishna. Если взять просто карму, то в ней Кришны нет. А если карма-йога, то она уже подразумевает Кришну. Because you're thinking of Krishna, right? You're depending on him, you're praying to him, and you're trying to please him. Вы же думаете о Кришне, зависите от Него, молитесь Ему, пытаетесь Его удовлетворить. And Krishna will give you more intelligence to do your job better and better. Кришна будет давать вам разум, Он будет подсказывать, как вы можете лучше и лучше выполнять свои обязанности на работе. Right? You experienced that? У вас же наверняка есть такой опыт. Есть, конечно, да. Это, значит, спасибо большое, да. Я думала об этом, но вот сегодня услышала от Према Падмини, значит, я правильно думала. Yes, of course. Actually, I've been thinking about that, and today you confirmed, so thank you. Спасибо. Спасибо, преданный. So, Похоже, надо завершать, наверное. Vaishnav Prabhu says that we have to round up. okay. Что-то хотели сказать, мы прервали вас, Према Падмини. You may finish whatever you wanted to. No, I just said that maybe now Varnashrama is getting established, in Russia because more devotees are doing jobs and all that. So it is very nice that maybe you can also influence people. Seeing you, more people will be attracted to devotional service. Ну, я просто хотела сказать, что сейчас, похоже, в России настает такой период установления варнашрам, потому что преданным теперь приходится работать, все больше преданных этим занимаются, и это же подает пример тоже другим людям, и, может быть, распространение сознания Кришны сейчас вот через это пойдет. Да, у нас преданные зашли в сетевой маркетинг, стали приглашать новых людей, те стали становиться преданными. А потом стали говорить эти люди, что нам уже не нужно это как бы сетевой маркетинг, мы хотим только повторять Харе Кришна, больше ничего. Несколько человек таких есть. We have few devotees who are working in network marketing, and they started to preach they counteract with lots of people, and those people became devotees, and now they do not want any more network marketing. They say we just want to become devotees. И теперь наши там эти даймонды, они говорят, что
нам теперь нужно самим проводить духовные программы для этих людей, чтобы они никуда не ушли. And now those devotees who were holding various network programs say that now we need to conduct spiritual programs for our clients so that they do not go away. But maybe they can also do network marketing because they're getting new people, right? Но им не стоит, наверное, бросать сетевой маркетинг, раз уж люди приходят через это. Да, наоборот, они как рассматривают уже как это как BV.0. Yes, they are starting to see it like a BV0 program. So the job is like a BV0 program. То есть уже работу в BV0 превратили. Да, уже, то есть люди приходят и остаются, даже вот не хотят уже работать, с этим заниматься. У них это, видимо, первоначальный фанатизм появляется, готовы все бросить, только повторять Харе Кришна. And those new people who join, they become a little bit fanatical. They do not want to engage in network activity. They just want to chant and. That's what. So that's why they should connect it. They should say, no, you're working for Krishna. Do it because, it's also helping you in your Krishna consciousness. Так вот, как раз им вот эти вещи нужно проповедовать, о чем сегодня говорилось, не чтобы они бросали эту работу, а чтобы они связывали ее с Кришной. Нужно показать вот эту вот связь. Да, вот мы как раз благодаря вам тоже акцент сегодня как бы еще раз услышали и будем, наверное, как-то тоже это обсуждать. Exactly. It's nice that you mentioned this point today. I will discuss it with devotees. And you tell them, Krishna told Arjuna to fight. He didn't tell him, okay, give up this battlefield and just sit and chant. Вы им расскажите про Кришну, Арджуну. Кришна, чего Арджуне говорил? Сражаться, он же не говорил, уходи с поля битвы. Джай. Да. Окей. We can stop. Можем, наверное, останавливаться тогда. Принести свои поклоны всем слугам Господа, подобным древам желаний, способным исполнить желания каждого, очень мертвым, падшим, высловленным душам. Let's offer our obeisances to all the Vaishnavas. Okay. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya evacha patitanam pavnebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnav Granth ki jai. Antarashima Bhagavatam ki jai.